вами я, Ирина Крикуненко, и сегодня у меня в гостях Алина. Привет, Ира. Привет, свечевар, таролог, нумеролог. Спасибо тебе большое за приглашение, мне очень приятно. Я надеюсь, сегодня Мне тоже. узнаем что-то новенькое и о свечах, и о всем И остальном. вы на канале «Давай попробуем». Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и напишите ваш комментарий. А сегодня мы попробуем сделать свечи ручной работы. Ира, Я в предвкушении, я никогда не делала этого. я думаю, что тебе понравится, если ты любишь все такое красивое, а ты любишь все красивое. ты Люблю, сама обожаю, красавица. люблю делать что-то руками. Делала мыло. Это Как похоже? тебе? Ты Наверное. делала мыло? Ты знаешь, был у меня период, когда я покупала все для того, чтобы его сделать, но Но- как ты думаешь, сделала ли я что-то? Нет, не сделала. Я очень быстро перегораю, к А сожалению. не как свеча. Нет, не как свеча. Кстати, как насчет зажечь свечу, чтобы у нас был такой... Амбианс. Да. Давай. Ты не против? Отлично. А что Давай. это? Что такая зажигалка интересная у тебя? Ты знаешь, это такая моя помощница, с которой я всегда везде вхожу, если вот... Не короткая, не спички, а вот именно такая, да? Да, А можно я не попробовать? люблю, да. Да, видишь? Не Я её вижу. не видишь. А, оно есть, да? Есть. Я ее заправляю газом. Ну, как я? Какая-то волшебная зажигалка, как ты Классная, сама, да? я в шоке. Обожаю Как? все, что касается дома, уюта, свечей. Кстати, у нас там, где я живу, в том районе, я живу в Калаонде, здесь недалеко, у нас есть пекарня, и там датчанка, которая все время, она, кстати, когда узнала то, что я занимаюсь свечами, она говорит, блин, это так классно. И она мне сказала когда-то такую фразу, вот вы, говорит, ну, вы, наверное, это имелось в виду, как все остальные люди, приходите домой и первым делом делаете что? Включайте телевизор. А мы, датчане, ну, она себе говорила, мы приходим и зажигаем дома первым делом свечи. Класс. Представляешь, а мне что так понравилось? Я такая думаю, блин, это А же ты так уже тогда классно. делала свечи? Да, она меня пригласила, мы сделали такую маленькую выставку. У Супер. неё. А ты включаешь телевизор? Нет, я включаю музыку. Вообще не включаю телевизор. Да, самая бесполезная вещь. Что нужно для этого? Много человеку или много надо? Не так много в целом. Смотри, так как у нас... Чтобы был любимый рядом. Тоже. Я предлагаю такой формат. Будешь делать одну свечу ты, буду другую свечу делать я. Для начала нам нужно установить фитили. Вот такие хлопковые фитилечки. А это полочка для мороженого? Почти. С дырочкой. С дырочкой. Интересно. Знаешь, для чего? Для того, чтобы когда Или как мы в поставим... горле, знаешь, доктор О, смотрит. боже, нет. Смотри, это для того, что когда мы поставим фитиль, уже установим, чтобы он никуда не девался, вот такую чтобы он палочку, стоял. и ровно по центру. Будем центрировать, видишь? Хорошо. Это очень важно, Отлично. чтобы он не так в одну или в другую сторону, а был по центру. И для того, чтобы Целая нам... наука. А как же? Для того, чтобы нам его закрепить, у нас есть вот такой вот замечательный Пистолет. пистолет. Это нам пригодится. Ну что, включаем и Включаем. ждем, пока он нагреется. Так. Нам нужно Первое. буквально- Греем пистолет. У нас здесь есть ароматизатор. А можно понюхать? Конечно. Как ты думаешь, с чем он? ты- Яблоко с корицей. Представляешь? Я подумала, вот ты печешь хлеб, все, что касается вот Яблоко с всякого- корицей это такое Рождество. в том числе. Ну и в принципе, мне кажется, И лето тоже. ароматно. Как тебе? Класс, да? Слушай, свечи, ароматерапия. Ну. Потеряла слова. Да. Вот. Это нам еще тоже пригодится. Здесь есть у нас термометр, Слушай, такой датчик. Как прям у хирурга. Да. Знаешь, для чего это? Это для того, чтобы подрезать потом фитиль необходимой нам длины. Действительно, как у хирурга. Ну да. Взял зажим, Как там, пинцет. скальпель. А этим мы будем просто брать аромат. Супер. А где, откуда свеча берется? Сама? Это воск. Воск. Да, это воск. У нас здесь есть подготовленный воск. Смотри, у меня дома вот такой огромный контейнер для того, чтобы плавить воск. Ну, так как у нас с тобой сегодня две маленькие свечки, поэтому, конечно, это можно использовать в маленькую емкость. Это может быть какая-то посудина, ну, в нашем случае это будет маленькая кастрюлька. А где воск брать? Просто покупается? Покупаешь, да, ты можешь его брать где угодно, можно А заказывать. какие еще бывают свечи? Восковые, есть какие-то дорогие, дешевые. Вот. Я да. когда смотрю, выбираю. А где ты покупаешь свечи? А ты покупаешь свечи? Первый вопрос как-то так не по порядку. У тебя брала. Ну, это правда, да. Да, Ты где брала придется. интерьерные. Слушай, как увижу, так вот, например, в Заре,
Мгм. Если аромат понравится, беру. Если мне нужны высокие, длинные такие свечи в подсвечник, Столовые, да. на Амазоне могу выбрать. Мгм. И там уже разброс цен невероятный. правда. И некоторые свечи, я заметила, сгорают прям очень быстро, а некоторые долго. Знаешь почему? Нет. Скорее всего, это те, которые сгорают быстро, скорее всего, это соевые свечи. Соевые свечи, они натуральные, они масляные. Я тебе потом покажу текстуру. Вот смотри, например, эта соевая свеча, если бы она была парафиновая, она бы так не текла, она бы потихонечку. Видишь, какая выделяется здесь? Да. Вот такие капельки. Вот она бы Да, вот так она красиво стекала. плачет. Она не сгорает, как парафин наверх, она плачет. Ну, и я потом, у меня дома И ты животные. плачешь. Нет, я радуюсь. У меня руки холодные, ты такая теплая. У тебя сердце горячее. Это правда. Ну, говорят же, если руки холодные, сердце Да. горячее. Ну, вообще, на самом деле, я все время холодная, это, наверное, потому что сегодня у нас съемка, и это для меня первый раз, поэтому я немножечко такой... Эх, ничего, Это все ты у бывает нас- в первый раз. Это ты у нас привычная, а я только вхожу. Я, кстати, завела блог. Добро не так пожаловать. давно. Да, но ты на YouTube-канале, а у меня в Инстаграме. То есть маленький такой вот блогчик. Подожди, не про свечи. Про свечи, ну, честно говоря, вот смотри, мне очень многие Про свечи я говорят... помню. Да, мне очень многие говорили о том, Бложик. что... Это так Бложик. мило. Ну да, у меня маленький, у меня такой, знаешь, такой семейный, уютный пока. То есть там те люди, которых я знаю, те, которые потом пришли откуда-то, те, которые покупали у меня когда-либо свечи. Можно я расскажу историю? Я тебя Давай. перебью, извини, пожалуйста. Мы пошли в театр, я с подругой, и наш общий друг, да, два друга, они должны были пойти, но один друг заболел. И получилось так, что друг пришел с Алиной. Вот. И мы познакомились, Ирина, Алина, и она говорит: а я на тебя подписана. Я говорю: да. Я почувствовала себя как Косенко. Я говорю: на меня подписано, я вам дам Конечно. свой хлеб. А я сразу полезла в Инстаграм, посмотрела, точно ли, а то, знаешь, А сказала как? сначала, Я а в потом шоке. вдруг нет. И потом такая: вот, видишь, я подписана. Нет, все хорошо, не переживай. Господи. Всё Ничего, хорошо. можно поправить, да? Да, Она не сразу чуть-чуть, при... видишь, я вот так ее прижму, чтобы было. Слушай, ну давай я центру. тоже попробую. Да? Может, ну если Давай, там вот можно видишь, исправить ошибку, то... Да, в целом можно. Ничего непоправимого не происходит. А то, это знаешь, творчество. Творчество давай. предполагает, что могут Даже быть из какие-то... пистолета нажму. Да, давай. Прям ровненько посерединочке, и я могу тебе Пахнет. клеем. Даже не знаю. Сюда поставлю, чтобы тебе было удобнее. Ага, отлично. Да, супер. Еще? Достаточно. Молодец. Так, не падать. Все хорошо, ага. Ой, ну ладно, с Богом. Раз, два, три. Оп. Руки дрожат. И прижимай. Ну как тебе? Мне понравилось. Давай проверим, точно ли она прилипла. Да, все хорошо. Я бы этим занималась. Ну подожди, еще может в конце такая: боже мой, Алина, ты это делаешь? С хлебом разберись. Ну что, нормально? Да. Все, Снимаем. супер. Да. Слушай, удобная Ждем чуть-чуть. штука. Скажи, как насчет того, чтобы пойти и поставить нам греться наш воск? Да, пойдемте погреем воск. Такой мягкий, податливый. Ну что, засыпем? О, Мгм. а тот, что большой, он... Да, это просто Уже- я его взяла, так чтобы он... Мы можем вот так добавить его. В целом нам подходит воск. Я, Ну, видишь, правда, белый работала- шоколад. Я все, у меня уже меренговый рулет. Уже выстраивается, да? Да. Постучим. Кастрюля, плита. Ну да, Вот это какие вот всё. свечи. Да, кстати, очень похоже на белый шоколад. В моей системе координат нету воска в кастрюле. Теперь будет, да. Ну, смотри, у меня дело в Чем-то том, мешать что... надо, нет? Да, мы можем помешать палочкой. Дело в том, что у меня дома огромный аппарат, который я достаю только тогда, когда у меня огромное количество свечей. Растопили воск, вот он похож на сахарный сироп. Да. Я думаю, Ты что- любишь готовить? Да, люблю. Раз, два, три, поехали. Ира отошла предусмотрительно. Ничего не пролила. Ну, а что, все, а почему? Опыт. Молодец. Здесь мы дождались определенной температуры. Вытаскиваем наш градусник. У нас есть замечательный аромат с корицей и яблочком.
предлагаю тебе попробовать залить. Я тебе покажу на своей свече, как я это делаю, заливку. И ты у себя потом повторишь. Тебе как? Отлично. Да? Смотри, этот конус, он здесь, точнее внутри вот эта штука поднимает его при нажатии. Здесь этой кнопочки рычаг поднимается и туда выливается воск. Смотри, чуть-чуть, прям поднажала, видишь? Оп. Магия. Магия. Давай тебе тоже оставим. Угу. Держи. Прям по стеночке. Как будто всегда варила. Стоп. Стоп, Все, не отлично. падать. Ты можешь даже мне немножечко еще добавить. Долью. Давай. Угу, хватит. А тут еще осталось. Не-не-не, нам не нужно. Мы сейчас еще добавим аромат. И то А мы что уже же делать с чуть-чуть. тем, что осталось? Ничего, мы можем оставить это потом. Оп, и туда. Так, и сюда. Класс. Мгм. Обожаю, когда чисто. Кстати, забавный факт. Я никогда не начинаю работу, это потом берем, капелька капнула, никогда не начинаю работу с свечами, пока я не уберу все поверхности. И вообще мне нравится, что все вокруг было чисто, Чтобы не красиво, отвлекало. уютно. Вот мне хочется. А еще знаешь, что я делаю перед тем, как я делаю свечи, создаю? Аромат на себя наношу своих любимых духов. Ну класс, прям Мне ты почему-то уже кажется, такая, да, это вау. что-то такое. Я не знаю, откуда это. У тебя Наверное, даже голос поменялся. А? Сейчас что-то пойдет не туда. Слушай, а у нас фитильки упали, что Нет, делать? все хорошо. Смотри, Они встанут? Мы сейчас добавим аромат сюда. Так много? Пускай она пахнет. Ты не хорошо. жалеешь? Ну, для тебя, для меня нет, конечно. Оп. Это мы А убираем. что там с ароматами? Вот есть свечи. Говорят, что ароматные свечи, ароматические свечи, Мешаем. Просто аккуратненько вокруг они не фитилечка, очень смотри. полезны для И здоровья. именно поэтому я всегда покупаю эти ароматы там, где дают сертификат, чтобы это было безопасно для дома, для детей, для животных. Мне кажется, это очень важно. Да и вообще, в очень. принципе, мне кажется, столько всего здесь, знаешь, и загазованность, и вообще сейчас такой мир, знаешь, не супер такой здоровый. И если мы исключим хотя бы дома тот воздух, которым мы дышим, чтобы это было безопасно для нас, мне кажется, это будет очень даже хорошо. Так что, пожалуйста, обращайте внимание на то, какие свечи вы покупаете. А еще очень важно, когда вы зажигаете свечи, пожалуйста, уберите все подальше, то, что может воспламениться, потому что у меня столько историй. Была история? Ну-ка, ну-ка. Ой, Ира, это капец. Это У меня- страшная история. Ну нет, мы все это увидели вовремя, заметили, мы мешаем потихонечку. А кто? просто. У тебя загоралась? Да, у меня, но это еще и тогда не занималась свечами. У меня, представляешь, у меня есть... Ты не знала, что может загореться, да? Так слушай, у меня есть такое большое зеркало в раме, и оно стояло, вот знаешь, как такая поверхность комода, и Мгм. зеркало, оно висело не очень, скажем так, высоко от этого комода, и было такое не очень большое пространство. И я поставила свечку, зажгла свечку и поставила не очень далеко от этого зеркала, которое было в Ты как деревянной... гадать, слушай, собралась зеркало, свеча, Ну, это- поставила все напротив зеркала, встала. Да. И? Это было давно, еще до того, как я начала заниматься таро, кстати. Это, мне кажется, тоже нужно нам будет потом обсудить. Да? Представляешь, я ухожу, что-то там делаю, в общем, на что, на свечу не обращаю внимания. И я чувствую какой-то запах дома. Думаю, что так пахнет? И непонятно, ничего же не горит, а ощущение, будто Что бы горит? что-то... Да, и я подхожу к зеркалу и вижу, что чуть-чуть оно начало тлеть, оно даже не загорелось, ничего, представляешь? А жениха увидела? Ой, я замужем уже 18 лет. Муж бы не понял. Так что да, поэтому Начала будьте плавиться, внимательны. Да, представляешь? Будьте внимательны, убирайте все вещи, те, которые могут у вас загореться, воспламениться подальше, потому что это очень важно. И плюс, если у вас маленькие детки или животные, мне кажется, это тоже очень важно, чтобы обезопасить их. Безопасность прежде всего. Все так. Так, такой длинный фитиль, Да. или так кажется? Нет, он длинный, но он длинный пока. Мы же его потом обрежем. Мгм. Все, мы можем вытаскивать палочку, мы ее убираем. Смотри, это такая... А это я помню, да. Дырочку вставляешь туда и центрируешь. Веревочку в дырочку, Да. все. Палочку от мороженого. Все, и ровненько посерединке. Хотим дождаться, пока она настоится, и потом будем наслаждаться. Как долго? Пока не М, застынет? Да, пока не застынет. Остынет и застынет. Да, да, да. Встречаемся завтра? Возможно. Свеча готова. Вот такая свеча у нас получилась. Предлагаю тебе ее зажечь. Давай. Держи.
Вниз. Ага. Вниз. Или зажигалку ты можешь опустить вниз Есть. и зажечь. Дай ей время, чтобы она наполнила комнату ароматом. Вот в целом Как ни уютно. дня без свечей. У меня дома ни дня без свечей. Это энергия огня, да? Вот Да, она- я лев. Огонь! Огонь! Лев. Львица, да. Мне вообще вся эта тема очень нравится, и астрология, ну, я не училась этим, я не занимаюсь, но мне вообще в целом очень нравится. Где какая луна, кстати? Эзотерика, вот это вот Да, все это, ну да. вот тянет меня туда. Вообще, я, честно говоря, считаю, что все эти эзотерика, ну, не эзотерика, эзотерика это в целом понятие, нумерология, в том числе, я тебе Нумерология, начала да, рассказывать. да, да. Мне кажется, это такие маленькие инструменты, которые могут тебе подсказать тебе чуть больше или узнать. Вот, например, мне всегда очень интересно. Мы сегодня с тобой встретились, и я у тебя спрашиваю, какая у тебя дата рождения? Слушай, как ты вот это все помнишь? У тебя математический склад ума? Вообще нет. Ну, Я совершенно иррациональный цифры. полностью человек. Никакого рацио во мне нет. Так, да, и ты сказала, что я девятка, двойная Да. девятка. Что это такое? Немножечко расскажу. Дело в том, что я, когда спросила у Иры ее дату рождения, получилось так, что день рождения у нее 18 числа. Да. 18 числа, и это, соответственно, если 1 плюс 8, ну, да, 9. 9, да. Мгм. Что это значит? Что человек ты очень динамичный, очень спортивный. Иногда могут быть вспышки агрессии, потому что в тебе очень много динамики. Тебе обязательно нужно заниматься спортом, обязательно. Плюс, кстати, в том, не в том, что ты занимаешься спортом, а в целом, плюс в том, что вот эта девятка, что у вас всегда у девяток будут очень хорошие фигуры, спортивные. Представляешь, как Неважно, классно? занимаемся мы или нет, да? Ну, это вообще в целом телосложение, да. Мгм. То есть у меня вот мой преподаватель, у меня 2 преподавателя по йоге, я просто тоже как бы, ну, люблю. И они оба девятки, представляешь? Так классно. И вот они, ну, и они... А что значит двойная девятка? Двойная девятка, смотри, первая цифра, вот когда мы смотрим именно день рождения, Мгм. в том случае девятка, да. А вторую цифру мы смотрим, если мы сложим всю нашу дату рождения вот и это вот я приведем ее знаю к одному такое. числу, Тоже в девятка. твоем случае это будет девятка, да, мы узнаем, как человек поступает после 33 лет. Это числовая психология, этому я не училась, сертификата у меня нет, но я очень хочу. Это тебе просто дано, видимо, да? Оно в тебе уже заложено. Да, это вот знаешь, да, это вещи, которые даже если мне не будут, например, за это платить, Ты все равно будешь я делать. все равно буду это делать. Мне просто в целом важно и интересно, мне нравится это, мне нравится об этом Как говорить. это, цифровая психология? Да, числовая психология числовая. или цифровая психология, Сюцай, так и называется. Сюцай. Можете погуглить. Да, я очень долго наблюдала Кстати, ты же знаешь, да, одного из, Да. так скажем, преподавателей. Основоположников нет? Я думаю, что не он, я думаю, что он как раз последователь. Есть такой Жанат Кажамжаров, именно он основал, я так понимаю. Это очень интересно. Но потом его стало очень много в моем инстаграме, просто очень. И я Да, подписалась. отписалась, да. Но смотри, Ну, все вот равно потом Сюцай пришла ты ко пришел, мне, да, да, в твою это жизнь очень в любом интересно. случае. Да. И как человек будет, вот я после 33 для меня уже актуально. Да, и тем не менее у тебя в твоем случае цифра не меняется, ты так и будешь девяткой. То есть ты всегда будешь спортивной очень, будешь всегда заниматься спортом, у тебя всегда будет очень много энергии. Знаешь, говорят, что детки, например, если рождаются девятками, их обязательно нужно в спорт отдать. Из таких людей очень хорошие получаются полицейские, говорят, что ветеринары. Почему ветеринары? Военные. То есть у них такая закалка, они могут, у них есть силы, у них есть Я активность. чувствую, что спорта не хватает сейчас в моей жизни. Да, по тебе не скажешь. Хлеба много, спорта мало. И тоже не скажешь, что хлеба в твоей жизни много. Ты, наверное, его не ешь сама. Спасибо генетике, ем. Ешь? Любишь? Да. Ой, твой хлеб вообще потрясающий. Я его ела, пробовала, мне очень нравится. И тыквенный. Просто Ирина меня угостила хлебом. Первый раз тыквенный, а потом, да, это был черный хлеб. Блин, Спасибо. очень вкусно, ароматный. Ты знаешь, я поставила этот пакет на кухне, и аромат просто даже в закрытом пакете, я его чуть-чуть свернула, был таким, практически как мои свечи. Ну, да, когда я пеку это. А потом, знаешь, когда в машину все это складываю, отвозить заказы, и машина такая, хлебопечка. А ты, кстати, знаешь, что вот есть некоторые магазины, есть такие уловки, что они как распыляют запах печеного хлеба, булочек, каких-то вот таких вкусняшек для того, чтобы привлекать людей. Но мне Да, не надо поверь. распылять, люди сами приходят, я уже Конечно. даже Ты давно этим занимаешься? год. Но А я как не ты к этому рекламируюсь, пришла? я не рекламируюсь.
Я следила. Так. Я за одной девушкой в Инстаграме, была на нее подписана. Она фитнес-модель. Мгм. Чемпионка не только России, но, по-моему, и Европы. Фитоняшка, мама 3 детей, читающий человек. И она печет домашний хлеб. И я думала, как это возможно? Все успевать, пахать в зале каждый день, печь хлеб, есть его. И она меня вдохновила. Класс. Я просто подписалась на ту же хлебную школу, купила курс и влипла в тесто. Обалдеть. Ну, это клево. Так же, как я влипла в воск, да, ты в Да, тесто. да. Кстати, про хлеб. Это Лиля, хлеб, спасибо тебе большое. там есть гречневый хлеб, который ты еще не Ребята, пробовала. меня И так получилось, что этот хлеб 72-часовой выдержки. Да, чем дольше он ферментируется, тем лучше, как сыр. Попробуешь, потом скажешь. Спасибо тебе большое. Ты любишь Спасибо гречку? большое. Да, люблю. Ага. Классно. А эти свечи я оставлю тебе. Спасибо большое, благодарю. Спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, если будете делать свечи. Увидимся в следующем эфире. Спасибо большое, что пришла. Пока. Тебе спасибо Всем большое. пока.